Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я уважаемых дев. Итак, дорогие девы, давайте мы посмотрим, что готовит вам месяц август. Мы рассмотрим общую атмосферу этого месяца, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Выбирать ничего не нужно. У нас будет один вариант, одна общая позиция абсолютно для всех. Поэтому устраивайтесь поудобнее и, начиная с общей атмосферы, давайте посмотрим, что же готовит вам месяц август. Ух ты, непростой какой-то месяц август для дев. Но здесь из серии без труда не вытащишь рыбку из пруда. Остерегаться стоит хитрых людей, потому что такие могут быть в вашем окружении, и желательно будет от них избавиться, что, собственно, вы и сделаете. Как только вы избавитесь от всего скользкого, от всего того, что не является для вас таким полезным, добрым, теплым, искренним, сразу же в вашей жизни выглянет еще больше солнышка. Но это скорее уже будет к концу августа, либо в начале сентября. Итак, общая атмосфера непростая, но здесь нужно будет постараться для того, чтобы поймать вот эту удачу, поймать вот эту золотую рыбку. Хорошее сочетание. Также карта рыбы символизирует вот тех самых хитрых, скользких людей, от которых по карте метла вы избавитесь. Ну, для тех, кто не желает избавляться от этих хитрых и скользких людей, здесь будет такая важная, серьезная беседа, потому что карта метла – это расчищение пространства. Это момент, когда мы можем друг другу выразить определенные претензии и исправить ошибки. Не просто, вот знаете, поднять вот эту вот пыль с какими-то там ссорами, с какими-то там разборками, а вот именно наведение чистоты и порядка в отношениях, в окружении, в том, что вас не устраивает, для того, чтобы убрать весь этот мусор, всю эту пыль. И, конечно же, в результате выглянет солнышко, которое вас согреет и еще больше порадует. Поэтому месяц непростой, но неплохой, хороший, важный, самое главное. Что будет в сфере работы? Давайте посмотрим. В сфере работы. Построение планов на будущее. Причем, вы знаете, у вас карта Мир. Очень интересное сочетание. Во-первых, у вас будет выбор в сфере работы. Либо остаться там, где вы есть, либо шагнуть во что-то новое. Но, скорее всего, вы выберете вот этот шаг вперед. Придется оставить за спиной то, что вам дорого, и шагнуть в новую историю. Причем эта новая история будет для вас очень благополучной. Да, для кого-то здесь могут отыгрываться командировки и подготовка к ним. Но большинству здесь придется оставить такие, знаете, родные, добрые, теплые берега и устремиться вперед навстречу приключениям. И приключения, нужно отметить, будут здесь весьма такие положительные, потому что карта Мир – это, как знаете, переход из класса в класс, с курса на курс. Вы успешно, благополучно, благоприятно завершите один период вашей жизни, вашей работы и будете готовиться к тому, чтобы начать другой. У многих здесь отыграется как начало собственного бизнеса, работа на себя. У кого-то это новый проект. Те, кто не планирует менять работу, здесь, знаете, как оставление за плечами уже совершенного проекта, да, законченного, завершенного, и начало другого. Но у вас в любом случае будет выбор. Большинство здесь, конечно же, отдадут предпочтение движению вперед. Самое главное, что вас будут окружать ваши единомышленники. Очень часто тройка кубков на работу отыгрывается как работа со своими. Здесь друзья, родственники, семья, семейный бизнес. И вот эти вот люди, ваши единомышленники, ваши друзья будут всегда рядом. Нужно сказать, что по работе я такого сильного напряжения не вижу. Здесь вы, знаете, живи играючи, да, как в какой-то рекламе. Вот здесь то же самое. Работаем с удовольствием. На работу ходим для удовольствия. Более того, здесь еще готовимся как-то выводить на более значимый, более интересный уровень свою трудовую деятельность. Поэтому здесь, конечно же, все хорошо.
Прекрасно, замечательно, восхитительно. Давайте теперь посмотрим финансы у дев в августе. Так, ну, по финансам на самом деле все хорошо, каких-то потерь, каких-то убытков, расходов я не вижу. Постоянные денежные поступления и какие-то ожидания. Скорее всего, это связано с работой, да, то есть выводим свою трудовую деятельность на новый уровень и ждем результат. Королева кубков очень часто трактуется как такая, вот знаете, как беременность, да, мы вынашиваем, в данном случае здесь, ну, у кого-то, возможно, и декретный отпуск, который принесет вам определенные бенефиты, но в большинстве случаев это такая ситуация, когда мы буквально, знаете, как инвестируем сначала денежные средства и ждем, пока нам вернутся вот эти дивиденды. Но эти дивиденды нужно будет подождать, а кому-то даже и посражаться. Семерка жезлов, это, знаете, как отстоять свои интересы и отвоевать то, что причитается мне по праву. Здесь действительно могут быть различные финансовые споры, но, судя по всему, удастся договориться, удастся компромисс найти, полюбовно все решить в отношении того, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Многим придется здесь финансовые какие-то споры решать, но здесь споры относительно того, чтобы вот сохранить то, что по праву принадлежит вам. И нужно сказать, что вы сохраните. Королева Пентаклей, вы при деньгах, вы с полными карманами, вы с полными закромами, сундуками, амбарами денежных средств, и не только денежных средств. Более того, вам обязательно будут поступать еще более крупные суммы в дальнейшем, не только в августе, а еще и в сентябре, конец августа, начало сентября. Еще нужно отметить, что есть женская фигура, это, скорее всего, мама, либо кто-то из родственников, возможно, бухгалтер, женская фигура, которая переживает за вас, которая вам покровительствует и старается всячески способствовать тому, чтобы ваше финансовое положение улучшалось и укреплялось. И нужно сказать, что в коллаборации вот именно с этой женской фигурой вы вполне улучшите свое финансовое положение не только в августе, а и в более позднем периоде, да, в более поздние сроки, то есть начнете и продолжите по восходящей, все будет хорошо. Теперь давайте посмотрим личную жизнь. Личную жизнь у дев в августе. О, дьявол. Так, уважаемые девы, в первую очередь стоит отметить, что новых знакомств я не вижу. Все действо будет разворачиваться с тем человеком, который уже есть в вашей жизни. Открытые дороги, карта тройка жезлов, говорит о том, что общение с тем, кто уже в вашей жизни есть, оно продолжится и в августе, и в сентябре, и какое-то такое, знаете, более продуктивное развитие, оно будет в более отдаленные сроки, да, то есть в августе каких-то перемен глобальных не будет, каких-то событий не будет, будут какие-то ограничения, препятствующие вашему такому, знаете, полноценному продуктивному движению вперед. Возможно, моменты, когда кто-то от кого-то что-то скрывает. Те, кто находится в тайных отношениях, знайте, что тайные отношения, они так и сохранятся. По этой причине могут быть некие такие ограничения в развитии своих планов, своих возможностей вот именно в сфере отношений. Но по двойке пентаклей здесь, с одной стороны, нет желаемой стабильности, но с другой стороны, вы все острые углы сумеете обойти. Опять же, посредством, ну давайте скажем, воздержания в общении и посредством воздержания и терпения в реализации намеченных целей и планов. Тем не менее, те отношения, в которых вы находитесь, в которых вы состоите, они будут продолжаться, и какие-то цели такие серьезные будут ставиться, но на более поздние сроки. Здесь пока, знаете, как некое такое хождение по кругу, ввиду того, что есть ограничения, обязательства, какие-то обстоятельства, которые просто не позволяют продуктивно вот именно реализовать все свои цели, планы сейчас. К чему стремиться, давайте посмотрим. Девам, к чему стремиться? Отдохнуть. Отдохнуть, не хлопотать, обязательно давать себе время на отдых.
Императрица. Как правило, это карта мамы, либо подруги, крестной, той женщины, которая может о вас позаботиться, дать вам энергию. Да, десятка кубков. Рядом с близкими, рядом с любящими людьми обязательно будьте. Сами тоже старайтесь занять позицию императрицы. Императрица у нас добра. Она очень достойно себя ведет. Она не мелочна, она не копит обиды, она никому не мстит. Она с легкостью дарит тепло и любовь своим верно подданным. А тем, кто неверно подданный ей, она с легкостью прощает. Прощаю и отпускаю. Здесь не нужно как-то вот таить злость, обиду. Здесь важно стремиться к самодостаточности. Ну и, конечно, про финансовое благополучие здесь стоит не забывать. Но ключевым моментом является наличие у вас, уважаемые девы, отдыха. А чего остерегаться? Давайте посмотрим. В августе девам. Четверка жезлов. Аккуратно, осторожно решать вопросы семейного характера. Если ожидаются какие-то мероприятия, торжества, свадьбы, дни рождения, тоже быть предельно осторожными, да, то есть гости, общение, какие-то моменты, которые могут быть актуальны для этого мероприятия. И еще, смотрите, такое сочетание: четверка жезлов, пятерка жезлов, тройка пентаклей. Быть очень осторожными в моменты, когда нужно отстоять и защитить свои интересы. Будут споры, будут разного рода моменты. Это вот в сфере финансов, да, у нас было чуть ранее. Но придется искать компромиссы, и компромиссы нужно заключать очень аккуратно, потому что то, что будет согласовываться, будет иметь постоянную основу. Вам важно, чтобы вот эта постоянная основа, вот эти договоренности и компромиссы не ложились на ваши плечи тяжким грузом. Быть нужно очень внимательными. И иметь в виду то, что за вами могут наблюдать, за вашими словами, за тем, что вы говорите. Вот здесь, чтобы вашими же словами вас потом не как-то вот не притягивали, да, вот, вот ты так говорила, да, так говорила. Здесь важно не в позиции ребенка находиться, когда за вас что-то решают, когда не позволяют вам сказать свое слово, а именно в позиции императрицы. И, возможно, даже заручиться помощью вот тех единомышленников, тех родных, тех близких, которые действительно могут составить противовес вашим оппонентам, с которыми вы будете, собственно, ну, давайте скажем, состязаться. Но в целом месяц для вас благополучный, благоприятный, непростой, но успешный. Желаемое вы получите, от того, что мешает, избавитесь. Поэтому будьте готовы включить императрицу и не забывайте, пожалуйста, отдыхать, уважаемые девы. Вот такой получился у нас с вами расклад, прогноз на август. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна обратной связи. И до встречи с вами в новых видео.